Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на 2024 год. Высокосный год, год дракона, который многим из нас принесет кардинальные перемены, знаковые перемены. И каким он будет для вас, мы сейчас будем раскрывать, смотреть и анализировать. Но прежде чем мы приступим, сделаю небольшую ремарку, а именно для тех, кто ждал или жаждал расклады на годовые на 12 домов, они будут, но они будут несколько в ином ключе, потому что этот расклад у нас будет с позиции прогностики, последующий будет с позиции аналитики, то есть что нам необходимо будет проработать по каждому из домов. Поэтому, сопоставив информацию по двум блокам, вы получите максимум информации, чтобы провести этот год максимально продуктивно. Помогут нам сегодня Dream Spell Tarot, а также Golden Thread. Уже классика. Мне кажется, я столько уже на ней выполнила годовых раскладов. Итак, что же вам привнесут в этот год? Какие энергии в плане работы? Таро, что покажет? Ох, здесь по колесу фортуны карта удачи. Карта фортуны, карта новых возможностей. Это благоприятный поворот судьбы, изменение ситуации в лучшую сторону. Конечно, для каждого этого будет свое. Ну, допустим, те, кто искал работу, это найти именно в той нише, которая будет вам по душе. Потому что сам по себе аркан предполагает поймать удачу за хвост. У тех же, кто является наемным сотрудником, конечно, это перспективы увеличения дохода или карьерный рост. Для тех же, кто владеет своим собственным делом, это расширение, это увеличение дохода и заработка. Ну а те, кто, возможно, стремился открыть нечто свое, это как бы будет полоса отсутствия препятствий. Поэтому, знаете, новая возможность, легкий старт. У тех же, кто на текущем этапе не работает и по ряду причин работать не может, будь то там домохозяйки, пенсионеры, все равно колесо фортуны говорит о том, что вы можете как поймать удачу за хвост, найти, в чем вы хотите себя раскрыть, реализовать, подрабатывать. То есть это своего рода отдушина, которая действительно даст вам какой-то новый шанс, потому что колесо фортуны, вот, удача идет тебе в руки, открывает для тебя новые возможности. Поэтому так и у вас здесь будет. Но, тем не менее, карту мы с вами раскроем. Что у вас здесь? И что мы видим? У вас по текущим арканам шестерка мечей, колесница и семерка чаш. Ну, это вслед за мечтой или вперед за мечтой, можно так сказать. Шестерка мечей всегда карта движения, колесница опять же развитие, семерка чаш исполнение задуманного вами, опять же многовариантность, свобода выбора. То есть если у вас было мало предложений по работе и какое-то было ограниченное количество возможностей, то теперь предложения могут посыпаться как из рога изобилия. Для большинства из вас ключевым фактором будет тот момент, что у вас для этого такого широкого старта, это будет вопрос переезда, у многих даже эмиграции, и это откроет для вас новые возможности, потому что здесь как исполнить мечту, уцепиться за этот шанс. Ну и, конечно же, это продвижение по карьерной лестнице, потому что эти карты — это всегда активное, стремительное развитие. И семерка чаш — это не только многовариантность и трудный выбор, но и, помимо всего прочего, это действительно исполнение мечты, потому что здесь наполнить свою жизнь. Не только в эмоциональном плане и контексте, а вот в плане реализации задуманного. Поэтому карты у вас здесь прекрасные. Смотрим, о чем будет говорить финансовая сторона вопроса. Финансы. Финансы, суд. Ох, по суду. И если были проблемы с финансовым каналом, это, знаете, как возрождение или перерождение. Конечно же, сама по себе карта может у нас указывать на вопросы получения наследства. В некоторых случаях на раздел имущества. Мы будем смотреть с вами в сторону личной жизни. Ну а в остальном это, знаете, как возродиться, переродиться. У кого-то это как восстановить какие-то выплаты, которые, возможно, для вас были закрыты. Или были что-то там, знаете, как замороженное, бы так сказала. Допустим, финансирование там на учебу. Или вы ждали какой-то грант на открытие своего дела. А раз этот проект закрыли, то теперь эти проекты, программы, это все открывается, восстанавливается. То есть и для вас в финансовом ключе это будет успешный, благоприятный период. Конечно же, карта сама по себе может у нас показывать еще финансовую помощь и поддержку со стороны родственников и окружения. Но эта карта может работать, знаете, как в двух направлениях. Как вы можете помогать и поддерживать, так и могут финансово поддерживать вас. Давайте смотреть, раскрывать этот аркан
О чем здесь идет речь? Смотрите, по этим арканам пятерка монет, ситуация застоя, но императрица и пятерка чаш, деньги есть. Но смотрите, как очень интересно. По этим картам это знаковые значительные суммы, не которые вы зарабатываете сами, потому что по этим картам это не то, что пришло к вам самостоятельно, ну, имеется в виду от вашего труда. Императрица это то, что вам будут как давать или презентовать, потому что по пятерке чаш, если мы посмотрим, это деньги, которые не заработаны собственным трудом. Еще, может ли здесь быть раздел имущества? Да, может быть, потому что пятерка монет, императрица, пятерка чаш у кого-то как делить совместно нажитое за годы жизни. То есть если к этому были предпосылки и у вас шло дело к бракоразводному процессу. И помимо всего прочего, здесь все-таки, если смотреть по этим картам, это вы можете помогать в острой какой-то критической ситуации финансовой, матери или женщинам вашего рода, может быть бабушке, потому что, как показывают карты, здесь идет как финансовая помощь с вашей стороны. Реже, но сейчас даже хочу дотянуть на императрицу, секунду. Секунду, что у нас здесь? Паж жезлов. Это может быть новость о вступлении в права наследования. То есть это не обязательно, что кто-то там, знаете, извините, из родственников погиб или умер. Нет, это может быть получение дарственной, так сказать, при живых родителях, при живых родственниках. Но еще раз объясняю, это не те деньги, которые вы заработали. То есть это суммы, которые пришли вам извне. Смотрим теперь, что у вас по состоянию здоровья. А вот здоровье по аркану башни оставляет желать лучшего. Почему? В первую очередь мы обращаем с вами внимание на опорно-двигательный аппарат, потому что башня чаще всего символизирует проблемы именно так сказать, в этой сфере. В особенности у тех, у кого могут быть протрузии, то есть уже на текущий момент, да, или межпозвоночные грыжи, вам нужно будет крайне аккуратно и осторожно выполнять какие-то физические нагрузки. Или если есть проблема, то обращаться к врачу, не затягивать, чтобы не усугубить ситуацию. Конечно же, сам по себе аркан многогранен. Вы можете сказать, что башня говорит не только о этих вещах, этих ситуациях. Конечно. Поэтому мы с вами будем раскрывать и смотреть, о чем здесь идет информация. Каковы здесь у вас? Ребят, это все-таки связано с опорно-двигательным аппаратом и вопросами кровотока, лимфотока. Сейчас я буду объяснять. Смотрите. Колесо фортуны, шестерка жезлов и король чаш. Колесо фортуны у нас само по себе как символизирует. Это как раз, я говорю, могут быть протрузии или межпозвоночные грыжи. То есть, видите, шестерка жезлов и король чаш. Это не только как чувствительность, воспалительные процессы, но и по королю чаш это нарушение кровотока, лимфотока, это передавленные сосуды, скопление жидкости. Еще на вашем месте я бы обратила внимание на вопросы кишечника, потому что эти карты показывают, что может быть вопрос дисбактериоза и внутривоспалительные процессы. Поэтому здоровье это как бы основная, наверное, низшая сфера, на которую нужно обратить внимание, хотя здесь вот если мы раскрываем всего лишь один старший аркан, но у нас ведущий аркан башни, то есть вы должны сконцентрировать максимум внимания и энергии на этой нише, на этой сфере. Более того, укреплять здоровье, укреплять иммунитет, гимнастика, плавание, все, что у вас направлено на формирование мышечного корсета, на эластичность ваших связок, это для вас фактически must-have на этот год. Смотрим вопросы личной жизни. Что здесь? О чем вам расскажут арканы? Император. По императору для девушек, для женщин, конечно же, это акцент на супруга, на партнера. У кого-то обретение, у кого-то укрепление отношений. Будем смотреть и раскрывать, потому что карта, как мы знаем, многогранная, может отзываться по-разному. Для мужчины это реализация себя и своих потребностей. То есть становление вас как супруга или реализация вас как отца, то есть раскрытие потенциала. Опять же, для мужчин эта реализация раскрытия в личной жизни зависит напрямую только от вас самих и ваших действий. Смотрим, что же у нас здесь. Девятка мечей, двойка мечей и аркан дьявол. Эти карты говорят о ситуации проработки страхов,
от ситуации, когда вы закрываетесь от отношений, которые для вас являются отягощающими, потому что дьявол — то, в чем вы находились в зависимости. В большей степени это может касаться ситуации для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, или же был свободен, но по-прежнему, знаете, как не отпустил какие-то отношения из прошлого. Поэтому здесь с целью преодоления своих страхов, по этим картам это ставить в этом точку, от этого отстраниться. Будем сейчас смотреть. Для тех, кто у нас свободен, о чем будет говорить эта связка карт? Звезда. Звезда — это осознать свою собственную ценность, значимость, и неважно, мужчина вы или девушка, женщина, потому что не позволять себе входить в какие-то деструктивные или разрушающие отношения. То есть ориентация на новое партнерство, ориентация на новый формат отношений, на новую модель поведения в союзе. Почему? Потому что вы понимаете, что так, как было раньше, вы уже не хотите. Будет ли здесь знакомство? По императору однозначно да. Тем более по этим картам новое партнерство, оно позволит вам закрыть гештальт прошлого. А вот те переживания и страхи, которые у вас имели место быть. Опять же, вопрос низкой самооценки. И ситуацию, когда вы себя обесценивали. Потому что девятка мечей, двойка мечей, дьявол — это, знаете, как находиться под манипуляциями, властью вашего партнера или партнерши. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас с вами в любовных треугольниках, туз мечей — это вопрос ребром. И я могу сказать по этим картам, это разрубить эти отношения. Почему? Потому что вы осознаете, что они для вас бесперспективны. По императору это обретение стабильности, но уже в новом союзе. То есть это не текущие связи, в них вы не останетесь. И если вы у нас в стабильных союзах, семерка жезлов. Здесь бороться у некоторых не то что за право главенствования в доме, хотя может быть и такое. Может быть бороться с зависимостями вашими партнера или партнерши, ставить ультиматум и, знаете, как не бояться какого-то давления или манипуляций. Даже если вы девушка, женщина по императору, это показать, кто в доме хозяин. Если вы мужчина, это опять же безоговорочно гнуть свою линию и не поддаваться на манипуляции второй половины. Но акцент еще раз как на помощь в проработке каких-то зависимостей вашей второй половины, потому что как ставить в этом ультиматум, с этим бороться однозначно. Опять же, вы можете сказать, у моего партнера там нет зависимости такого плана. Это может быть не с позиции там алкоголизм, табакокурение, это может быть что-то, допустим, там переедание или там эмоциональная зависимость от кого-то. Или это может быть ситуация, когда человек зависим от лекарственных препаратов, с них не может слезть. То есть тут разные вариации, но ваша задача, как в этом им помочь и преодолеть текущее положение вещей. Так, анализируем, что у вас здесь в плане неожиданности. По неожиданности падает аркан императрица. Императрица, конечно же, это акцент на супругу, на мать, на женщин вашего рода, но и в целом это карта, которая говорит о том, чтобы вы позаботились сами о себе, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, потому что императрица — карта благосостояния, аркан процветания, акцент на вопросы внешности, потому что это как нести прекрасно не только в себе, да, но и на себе, и создавать вокруг себя комфорт, уют, красоту, создавать какую-то радость, то есть атмосферу вот этого комфорта, уюта, люди к вам будут тянуться. Конечно, карта многогранна и может говорить о разных ситуациях. Опять же, мы с вами ее раскрываем. Что у вас здесь? Итак, десятка монет, туз чаш и королева монет. По этим картам я понимаю, что вы у нас представители водной стихии, но королева монет в этой ситуации говорит о том, что вы обретаете стабильность. И у большинства, ну, в основном тех, кто свободен, смотрите, десятка монет, туз чаш и королева монет — это создание семьи. Видите? То есть прекрасные карты, то есть состояться как супруга, или для мужчин это обретение супруги. Если же вы уже в стабильных отношениях, то это укрепление связей, потому что здесь держаться за этот союз, это обретение стабильности, это вкладываться. Опять же, финансовая помощь и поддержка со стороны близких по отношению к вам, потому что все равно эти карты показывают на вопросы благосостояния и обогащения, перспективы роста. И если смотреть здесь с точки зрения продолжения рода, это как работать в этом направлении. Сейчас открою по аркану суда. То есть задумываться о том, чтобы все-таки готовиться к подготовке зачатия, деторождения.
Восьмерка мечей — это как в чем-то себя ограничивать, соблюдать там пост, отказываться от каких-то вредных привычек. То есть, знаете, как год активной подготовки к тому, чтобы, так сказать, произвести потомство. Будем с вами смотреть следующие моменты, а именно, что у вас здесь в плане карты года, совет от карт, что от вас уйдет в этом году и что придет. Так. Что уйдет? Что уйдет по аркану смерть? Сложные трансформации, патовые ситуации. Уйдет момент каких-то эмоциональных переживаний. У кого-то уйдет ситуация горечи и скорби. Потому что, знаете, как оставить какой-то тягостный период за плечами. Вы на самом деле, если смотреть по этим картам, ну вот могли быть психоэмоционально истощены. Плюс год каких-то был колоссальных трансформаций, да, 23-й, то в 24 году эта ситуация наконец-то вас покинет. Но в любом случае мы смотрим и раскрываем, что конкретно и в каком ключе. Король монет, восьмерка монет и тройка мечей. У многих это может быть, повторюсь, идти ситуация завершения, связанная с любовными треугольниками, это раз. Второй момент, у кого-то действительно могла бы здесь потеря знакового, значимого человека по королю монет. Мужчина земной стихии, телец, дева или козерог, то есть знакомый, родственник или человек просто, который очень близкий для вас, потому что король монет, восьмерка монет, человек, который помогал вам в чем-то, вкладывался в вас или содействовал в ряде вопросов. И еще, конечно же, если имели место быть какие-то финансовые сложности или трудности, я не говорю, что там не было денег, да, но, может быть, не хватало на все, как вы хотели, то, конечно же, эта ситуация, этот период для вас завершается. Помимо всего прочего, поскольку у нас тут карты работы и взаимодействия, да, с определенными лицами. Это может быть ситуация, когда уходит ненавистный сотрудник, который отравлял вам жизнь, существование. Или босс, которого, допустим, там перевели, и вы и вздохнули легче. То есть в любом случае у вас эти карты идут в позитивном ключе. Смотрим, что придет. Повешенный. Повешенный — это не всегда карта застоя. Это карта осознания. Это философский подход к решению тех либо иных вопросов. Это иной взгляд на вещи и на ситуацию. По принципу не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Но о чем будет говорить эта карта, опять же, раскрываем и смотрим ее потенциал. Туз жезлов, король жезлов и паж чаш. Ну, у вас в большинстве своем это как новая идея, которую вы можете вынашивать. Это увлечение, это новое хобби. И поскольку здесь еще у нас идут карты двора, король жезлов и паж чаш, это может быть увлечение новым человеком. В большей степени, конечно же, информация проигрывается для девушек и для женщин. А вы скажете, а к чему же здесь повешенный? Повешенный — это научиться контролировать свои эмоции. То есть не быть душой нараспашку, не задушить своей любовью, а как очень тонко, аккуратно, планомерно, осторожно давать развитие этих событий. Еще, если смотреть по повешенному и этим арканам, это может быть увлечение новыми энергопрактиками, которые несут удовольствие, потому что туз жезлов — это то, что взращивает энергию, король жезлов ее сублимирует, ее раскачивает, и паж чаш — то, от чего вы, по сути, как бы получаете удовольствие. У каждого, конечно, это будет свое, но это, знаете, как новая концепция, новый подход к жизни. Смотрим карту года. Дьявол. Ох, какая у вас карта падает. Ну, в первую очередь, это проработка своих пороков, своих грехов, зависимостей. Но, может быть, не только ваших, но, допустим, и вашего окружения. Как мы смотрели вопрос личной жизни. Это взятые на себя обязательства, которые вас будут сковывать обязанностями с теми либо иными людьми, но вы понимаете, что без этого, вы знаете, как никуда не, не вырулите, никуда не денетесь. Вообще, дьявол — это такой сложный с точки зрения кармы аркан, потому что проработка этой карты, она, знаете, как вывернет вас наизнанку. То есть после этого года вы будете совершенно другим человеком. И я больше говорю именно в ментальном плане, в духовном плане. Смотрим, что здесь. Девятка жезлов, четверка мечей, и у нас падает рыцарь мечей. В первую очередь, как показывают эти арканы, это
уметь контролировать свои эмоции, свой гнев, знаете, как выдерживать такую защиту. Почему? Потому что контролировать ситуацию, когда вы можете быть вспыхивать, как вспышка, контролировать гнев, контролировать агрессию, ситуацию, когда вы ведетесь на чьи-то манипуляции. То есть это очень глубокая такая проработка непосредственно вас, вашего жизненного уклада, ваших, не совсем позитивных черт характера. Идет ли здесь проработка каких-либо зависимостей? Здесь, знаете, как они поставлены на паузу, поэтому да, но через усилия, через фактически ломку себя. Если это касается ваших партнеров, то это через ультиматум с вашей стороны, потому что 9 жезлов — это закрываться, 4 мечей и рыцарь мечей — это как ультимативно ставить какие-то условия, то есть или так, или никак. Но даваться будет, конечно, вам эта ситуация сложно, непросто, но куда без этого. И смотрим совет, рекомендацию от карт. Карта Жрец. Не зря вам ложится этот аркан. Вместе с дьяволом это фактически очень символично, обратите внимание. Это, знаете, своего рода, как в вас будут бороться ангел и демон, или белое и черное. Жрец вас всегда призывает к духовности. Даже если вы являетесь атеистом, да, вы не приверженец той либо иной религии или вероисповедания, это, знаете, как обретение какого-то внутреннего стержня, внутреннего Бога. Называйте как хотите, потому что жить по каким-то высокодуховным моральным принципам, изменение установок, взглядов на жизнь, действовать с позиции нести благо людям. Опять же, это карта традиции, закона, нормы, морали, то есть действовать по совести, действовать в норме, в нише традиции. Допустим, если отношения, то стремиться к стабильным отношениям, без каких-то там загулов на стороне и поисков лучшего, или оформить свои отношения. Опять же, если это вопросы лечения, это традиционный официальный протокол лечения, официальная медицина. То есть не какие-то народные там примочки и инновации, нет, абсолютно. Ну и, конечно же, это карта роста духовного, личностного, потому что жрец — это также обучение, то есть обучаться, жить, расти. И во многом это не именно обучение, которое может быть связано с получением там второго высшего образования или каких-то курсов, мастер-классов, хотя это может быть и в таком ключе. Это что-то в более глобальном смысле. То есть для кого-то это найти своего наставника, духовного учителя, проводника по жизни. То есть для вас это, знаете, как появление каких-то авторитетов. Например, какой-то бизнес-тренер, коуч. Или просто человек, который своим поведением, своими поступками является для вас образцом для подражания и меняет вашу систему ценностей. Вот здесь карты показывают, что пришло время меняться. И здесь, поскольку меняется концептуально вся ваша жизнь, меняется она, видите, с головы, у вас пойдут кардинальные перемены по всем сферам жизни. Раскрываем эту карту все-таки. О чем здесь у нас идет речь? 2 монет, 9 чаш и аркан маг. После долгих метаний по 2 монет, да, когда вы искали альтернативу или пытались подстроиться, адаптироваться под те либо иные обстоятельства, события, 9 чаш — это на обретение наконец-то счастья, любви, зоны комфорта, удовольствия, своей ниши, в которой вы можете, как, знаете, как раскрыться. И карта маг — это брать ответственность за свою жизнь, за свою судьбу. Более того, повторюсь, это обретение человека, который вас будет вести по жизни. И самое главное по аркану маг — это стать самому экспертом, мастером в той либо иной нише. То есть получить, знаете, как и вопрос признания, и действительно счастья. Потому что 9 чаши маг — это, знаете, как быть счастливым от того, что вы понимаете, что вы реализованы, что вы значимы, что вы необходимы, что вы нужны, что вы несете пользу какому-то, в принципе, хоть кому-то из людей или обществу в целом. И от этого, знаете, как жизненно наполняться. В плане личной жизни, то есть если были сомнения, если вы были в поиске, либо не могли понять, осознать, кто из партнеров или партнерш вам нужен, это, знаете, как решение, которое придет само. Потому что 9 чаш и маг — это опираться на внутренние эмоции, на вашу интуицию. Ну и как следствие выбирать партнера по сердцу. Вот такой у вас выходит расклад, очень такой у вас, знаете, будет насыщенный событиями, эмоциональные перемены за переменами. Но повторюсь, у вас перемены здесь идут из головы, то есть полностью меняется ваше сознание, ваш ментал. Убираются те блоки, которые длительный период вам мешали жить, и как следствие за этим подтягиваются перемены во всех остальных сферах жизни. Пусть этот год для вас будет благостным, пусть он будет самым лучшим за последние годы и принесет такой вот мощный
толчок, стартап во всех сферах жизни, чтобы ваша жизнь была наполнена яркими красками. Потому что не зря говорят, не говори мне, сколько дней в твоей жизни, скажи мне, сколько жизни в твоих днях. Поэтому я вам искренне от всей души этого желаю, чтобы было максимальное количество жизни в каждом вашем дне. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.